Добрый день, друзья! Сегодня готовим плетенки с яблоками. Они настолько красивы, что так и говорят: съешь меня, и долго сопротивляться невозможно. Для приготовления дрожжевого теста в миску выливаем 150 мл теплого молока, высыпаем к нему 3 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки сухих дрожжей. Хорошо перемешиваем венчиком. Накрываем тонким полотенцем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей. Теперь к опаре добавляем щепотку соли, выливаем 200 г растопленного и полностью остывшего сливочного масла. Перемешиваем и затем в 2 этапа добавляем просеянную муку. В основном у меня уходит 450-500 грамм. Замешиваем тесто руками. Оно получается настолько мягкое и эластичное, с ним очень приятно работать. Кстати, это тесто я готовлю без добавления яиц, что делает его максимально нежным. Повторюсь, что тесто должно получиться максимально мягким и совсем не прилипать к рукам. Кладем его назад в миску, накрываем тонким полотенцем или пищевой пленкой и ставим в теплое место, чтобы оно поднялось. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Таким образом тесто поднимается в разы быстрее. А пока займемся начинкой. Она у нас будет яблочная, поэтому яблоки очищаем, разрезаем на 4 части и удаляем сердцевину. Натираем на крупной терке. Сегодня я взяла 6 яблок среднего размера. Тертые яблоки пересыпаем в сухую сковороду. Добавляем к ним 180 грамм сахара, включаем огонь и, постоянно помешивая, томим их в течение 10-15 минут. Время зависит от сорта яблок. Ориентируемся на количество сока, выделяемого яблоками. И когда жидкость практически вся выпарилась и яблоки стали мягкими, по желанию добавляем пряные специи. Я кладу пол чайной ложки молотой корицы. На мой взгляд, корица и яблоки – это классическое сочетание. Именно они делают выпечку насыщенной, богатой, утонченной и безумно ароматной. Хорошо перемешиваем в течение 2 минут, и очень ароматная, вкусная яблочная начинка для булочек готова. Даем ей полностью остыть. Тем временем подошло и тесто. Выкладываем его на припыленный мукой стол. Посмотрите, какое оно нежное и очень мягкое. Разрезаем тесто на 8 одинаковых по размеру частей. Соответственно, у нас получится 8 булочек. Пока работаем с одним шариком теста, остальные кладем на край стола и обязательно накрываем пакетом или полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Берем один шарик теста, приплющиваем его и раскатываем в квадрат. Я подравниваю края еще кулинарным шпателем. Теперь зрительно делим тесто на 4 части. С одной стороны делаем надрезы. Далее такие же надрезы делаем с противоположной стороны. Яблочная начинка к этому времени остыла, она густая и очень ароматная. Выкладываем ее на одну часть неразрезанного теста. А второй накрываем начинку. Сверху поочередно кладем полоски теста.
У нас получается очень красивая, необычной формовки булочка. Заготовки кладем на противень, застеленный бумагой для выпечки, на определенном расстоянии друг от друга. Накрываем их полотенцем и даем постоять 15 минут. Плетенки яйцом я не смазываю, а сразу отправляю их выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Люблю с детства невероятный аромат свежей выпечки, вкуснейший и манящий. Мои булочки выпекались ровно 25 минут. Достаем их из духовки и даем полностью остыть, а затем присыпаем сахарной пудрой. Выходные просто созданы для того, чтобы радовать близких этой вкуснятиной. Пеките с удовольствием, а результат вас всегда порадует. Если понравился рецепт, поставьте лайк. Ваша поддержка и обратная связь очень важны для меня. И, конечно же, мой рецепт можно не только посмотреть, но и почитать на канале Яндекс.Дзен «Это просто». Ссылку на статью с пошаговыми фото и подробным описанием я всегда оставляю внизу под видео. Подписывайтесь на канал и готовьте вместе со мной. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».